двери является фундаментальной частью геймдизайна во многих играх. Она может служить оберткой для того подарка, который скрывается прямо за ней. Так что я делаю тир-лист дверей из игр. Часть 2. Сами знаете, чем дальше в лес, шкибидидоп, yes. Портал 2. Тупо легенда. Самая позитивно оцененная игра в Стиме. В самом начале игры к нам в дверь кто-то стучится. Это, оказывается, синий шарик, которого зовут Уитли! А он чё, самим собой стучал, что ли? Удивительно, как эта дверь остается целой даже после всей той тряски, которая происходила. Причина тряски? В игре есть такие прикольные круглые двери, которые стали лучше после первого портала. И также стали ломаться, как вот это. Они также открываются головоломическими способами, просто их стало больше. Двери в некоторых камерах стоят в тех же местах, что и в первом портале. Есть квадратная дверь в камеру со спящей Гладос. А вы знали, что ее можно, оказывается, открывать, даже когда она закрывается обратно? Я не знал. Для этого надо просто долбиться в нее. И эта механика, кстати, очень напоминает двери из кое-какой игры, которая будет потом. В той же комнате есть подозрительно блестящие двери с сжигательной печи. Из тоже первого портала имеются вот такие тяжелые двери с кругляшком, которые иногда ведут в загрузку следующего уровня. Также по сюжету Уитли, вот этот синий шарик, откроет потайную дверь, которая является одной из миллиарда подвижных панелей во всем комплексе. То есть все испытательные камеры потенциально состоят из множества дверей. У некоторых из них даже депрессия есть. В out-of-bounds'овых дверях наблюдательных комнат такие же двери, как и в первой части, но теперь на них нельзя ставить порталы. Имеются микрокалитки у служебных лифтов за кулисами. В главе «Побег» Уитли ломает дверь конвейера турелей, и там же хакает дверь. Дверь отключения Гладос и выдачи тортика. Пранк! А вы знали, что если наклипом залететь в Гладос, не открывая предыдущую дверь, то можно увидеть секретные ворота с логотипом Aperture Sign, что может быть отсылкой на комплекс из игры Portal 2. В той же комнате, опять же, есть такие странные ворота, кнопки выхода из безвыходных ситуаций. Примерно в середине игры появляется вот такая комически большая дверь, которая за собой скрывает маленькую обычную нормис дверь. Далее мы попадаем в старую часть комплекса, где вещает Кейв Джонсон. Я Кейв Джонсон, я здесь главный. Найдя вот такие металлические двери и попробовав взаимодействовать с ними, они не откроются. Но из динамика рядом снова заговорит Кейв Джонсон. Понятия не имею, что получится. Может и ничего. В этом ретро-месте меняются все элементы интерьера, в том числе двери, что довольно круто. Еще есть такие забавные ржавые двери лифтов. И да, до этого тоже были лифты, но я не сказал об этом, потому что я... В игре много разнообразных и необычных дверей, так что легендарные двери Террария тупо легенда. Одна из самых позитивно оцененных игр в Стиме, и она имеет самое большое количество отзывов. Я вас наебал! В Террарии очень много дверей, а именно 48 штук. Некоторые виды дверей доступны только на определенных видах компьютерных систем. Из-за пиксельного дизайна довольно трудно понять, чем являются некоторые двери. Ну типа, кто ты? Так как философия Террарии заключается в постепенном развитии, а именно открытие новых материалов, крафте из них всякого и исследование мира, то двери будут сопровождать игрока на протяжении всей игры. С самой первой минуты или даже секунд игрок может поставить свою собственную первую дверь в этом мире. Но также двери можно найти в случайно сгенерированных структурах, например, в подземных квартирах, встречающихся во всех видах пещер. Грибная, там пустынная. И еще можно найти особенную дверь, которая ведет в храм джунглей. Для нее нужен ключ, который выпадает с босса Плантеры. Но на самом деле он не особо нужен, так как можно просто спокойно пройти сквозь нее с помощью пары деревянных платформ. Большинство дверей игрок может скрафтить. Для некоторых дверей даже нужно иметь особую крафт-станцию для создания из определенного тематического материала. Например, камня с летающих островов. Можно даже скрафтить ворота высотой в 5 блоках, что на целых 2 блока выше обычной двери. Двери можно открыть проводами, так называемым подобием редстоуна из Майнкрафта. Крутые двери. Subway Surf. Тупо умно. Легенда. Двери в этой игре...
Что-то скучно, да? Вот так-то лучше. Двери в этой игре встречаются довольно редко. И то на заднем фоне или на стороне вагона поезда. Двери слишком простые и скучные по дизайну. И самое главное то, что персонаж никак не взаимодействует с ними. Максимум, на что они способны, так это возможно слегка задеть или врезаться в них. Но так как Subway Surfers постоянно обновляется и с каждым обновлением действия игры перемещаются в разные города и страны, то и двери на поездах и на заднем плане меняются. Но они все такие же скучные, так что недостаточно дверей. Тир. Mirror's Edge Catalyst. Тупо легенда. И, по моему мнению, самая красивая компьютерная игра на планете. Я до этого про нее делал видеоролик. Пожалуйста, посмотрите. В этой игре есть двери, которые можно выламывать, к сожалению, только в одной анимации. А, нет, даже в двух. Даже в 3. Они подсвечиваются зрением бегущего, так называемыми подсказками в этой игре. Также есть двери Крюгер-сек, которые выбивают противники, когда появляется уровень розыска. Одна из таких, кстати, багуется, и можно увидеть, что за ней находится. Есть много дверей, которые нельзя открыть. В тоннелях Амнистат по сюжету открываются большие ворота, вроде 2 раза. Похоже, это все двери. Недостаточно дверей. Тетрис. Тупо легенда, но то, что точно не легендарно, так это отсутствие дверей. Их нет! Ни в одной версии игры, которую я проверил, их нет. Хоть и есть бокс-арт с храмом Василия Блаженного, но на нем нет видимых дверей. Возможно, да, это можно считать дверью, так как вроде тут вход в храм, но там тупо тьма. Это катастрофа. Ужасный приятель. Халва. Half-Life. Тупо легенда. Вроде как первая игра, которая привнесла в гейминг управление по WASD. Поймут только геймеры. С самого начала игры показывается множество разных дверей, открывающихся перед автоматизированной электричкой Black Mesa. Потом охранник встречает Бургер Фримена и открывает дверь, делая вот такие звуки своим ртом. Потом мы проходим через дверь с такой же загрузкой, как во втором портале. В комплексе много научно-фантастических автоматических дверей. Есть двери у туалетов. Присутствует дверь, в которой сосали. Каскадный резонанс выводит из строя много дверей. Около очередной двери лежит монтировка, которой надо сломать стекло. Также в комплексе полно и не таких уж научно-фантастических дверей. Спустя некоторое время мы попадаем в место, где подыхает ученый. Есть огромная красная дверь, есть другая дверь с красной кнопкой. Обе двери закрыты. Так, обычный игрок бы проходил всю главу просто, чтобы вернуться туда же, но нажать на эту самую кнопку. Так вот, этого делать не обязательно. Нужно тыркаться в этого ученого до тех пор, пока он не откроет закрытую дверь. И все, полчаса геймплея успешно скипнуто. На пути можно встретить такие офисные двери и двери от холодильника. Целых 2 холодильника! В некоторых местах можно встретить такую забавно скрипящую дверь. Они есть под водой. В главе на улице можно найти ворота, которые надо взрывать к херам. Опять 2 раза. Потом встречается дверь, ворота. Тоже надо расхерачить, но уже орбитальным ударом. Ближе к концу игры есть дверь, на которой спидранеры делают себе миллиарды хпшек. В непонятном инопланетном мире Дзеня вроде нету дверей. В Half-Life много интересных и разнообразных дверей, с которыми можно уникально взаимодействовать. Так что легендарные двери... вы же знали, что можно ходить сквозь стены? Так вот, это делается с помощью...